И первым делом нам вот туда, полюбившаяся уже нам Меркадона. Ты выбираешь телеги, что ли? Берешь обрезанную телегу, тогда возьмешь обрезанные продукты. Закон Тенерифе. Еще в пакетах разберись. Поспелее нам, да? Поспели и банановее. Какая? Да. Берем? Тебе очень идет банановый отдел. Я сегодня, да, совсем сочетаюсь. Мне кажется, нас манят креветки. Много. Итого у нас 600 граммов креветок. Бананья. Бананья, папайя. Так, что еще нам нужно? Здесь нет осьминога. Хочешь осьминога вот этого? Хочешь? Давай. Хлебный отдел нас ждет. На ужин и на завтрак. Мне нравятся вот эти интригал. Давай возьмем интригал. А мне анисовый тогда возьмем. Мне прям полюбился анисовый. Мне тоже нравится. Круассан и хлеб взяли, идем дальше. Достаточно аппетитно, надо сказать, здесь выглядит паэлья. Вот она здесь порционно продается. Так, ну по традиции йогурт. Вот чизкейк вот этот вот нам очень понравился. Берем. Нам нужен соус к креветкам. Ну и без моха мы теперь тоже не можем. Моха верде. Что, мы даже ноги не возьмем сегодня? В рот не ноги. Ну нет, наверное. Ну у нас много уже всего. Ветчину взяли, теперь думаем, брать ли колбасу. Она огромная. Ну что, мы не съедим ее, думаешь? А? Ну думаешь, ее не съедим? Ну и осталось самое главное. Самое-самое главное. Наверное, все уже знают, куда мы идем. Вот так. Ну, кого ты обманываешь? Очень-очень надо. Да, мороженое в кокосе. Так, паэлья все-таки была исключена из сегодняшнего рациона. Пусть здесь лежит. Ну все, мы полностью затарены. И на ужин, и на завтрак, а? Волосы затарены. Волосы затарены, да. Мы волосы затарены. И на завтрак, и на ужин. Не едет? Нет. Почему? Заблокировал? Да. О, прикольно. Она просто заблокировалась? Тележка не едет дальше определенной зоны. Ну, есть, конечно, красивые дороги на Тенерифе, это бесспорно. И много-много красивых мест. Но, например, на Ла-Гомера и на Ла-Пальме, вот куда ни поедь, везде красиво. А здесь много таких вполне себе скучных мест с трассами. Видишь, если так не обращать внимания на отсутствие деревьев, то вполне себе какая-нибудь канадская трасса, которая между городами расположена. Просто как мы на Ла-Гомере ехали, вот буквально пару часов назад, вот так, вот здесь красиво, вот здесь можно выйти. Вот здесь можно бутылку зарыть. Здесь можно бутылку зарыть, да. Ну как-то, да, шея сворачивается. Здесь, ну, да, хорошо. Ну. Зато шея цела будет. Зато здесь есть вот такой вот несомненный плюс. 16 километров мы преодолеем всего за 14 минут. На Ла-Гомере мы бы ехали те же 16, но за 40. Или даже медленнее. Или даже медленнее, может за 60. Прямая скоростная трасса, 120 км в час ограничения. Попробуй там по серпантинам 120 поездить. Зато на серпантине же красиво там на Ла-Гомере. А здесь вон дорога, как из Торонто в Монреаль. Волнительно даже. Где живем-то мы сегодня? Такое все здесь это, да? Трущобообразное. Здесь сейчас это живет где-то мама Чоли с Марианой Вильяреаль. И с этой еще. Там Дикой розы. Роса сальвахе, Суджу. суджу. Роса сальвахе. Крестная. Крестная, да. Ну, опять же, из серии «Так мы тоже еще не жили». Вот там какая-то лачуга стоит, где стоят какие-то люди полуголые и спорят о чем-то. Предыдущие жильцы пытаются вытребовать какую-то Компенсацию. компенсацию за обман. Но пока все выглядит, да, так это устрашающе. Вот эти вот какие-то драные дома. Ну да, так мы точно еще не жили. А какой адрес? Там должно быть написано Каса Гранде. Гондон? Да, вот здесь, по-моему, где-то. Ты знаешь, мне кажется, мы ошиблись. Это дальше ехать. Едем дальше. Там какие-то белоснежные домики уже. Немножечко
Это же какой-то граффити. Граффити. Наверное. Вообще какой-то такой творческий касса креатива здесь. Благоустроение, да, ситуации. А то мы что-то как-то немножко напряглись. Немножко, да? Перетрухемы. Чуть-чуть. Там еще какие-то эти мужики были такие. Мы прибыли к месту назначения. Я помню, даже когда мы выбрали уже это место, я смотрел, точнее, выбирая на Google картах, я немножко там тоже. Там путаница с адресом. И сначала действительно показывают куда-то в трущобы, но здесь вроде уже так все симпатично, да? Угу. О, бабуль, ты Ягуля. Ключик золотой. А я давай рюкзак оставлю где-нибудь. Пока. За ним верну. Ни один ключ не работает. Сработал. Заходим. Вот почему. Вот потому что нам сюда, вправо, ВВ. Здесь уже симпатично. Ты машину закрыл? Сейчас как хочу закрыть, попрошу паузу. Может, рюкзак мы выбрать с первого сиденья? Все-таки дома не прям внушают здесь. Нет, все очень прилично, симпатично и уже вообще не пугает. Ну расскажи нам, что где. Здесь сразу кухонка такая. Вот здесь тут все. Тут то, что мы говорили, какие-то штучки для колорита добавить, и будет уже... Смотри, какая кофемашина. Кофемашина, да. Интересно, есть кофе? Машина есть. Машина есть, да. Мы будем свой из капсул сюда. Да. Здесь душ. Все тоже очень вполне себе. Аккуратненько, прилично. Спальня. Она такая, здесь нет никакого неприятного запаха, например, в отличие от места, где вот любят они вот этот холодный свет. Что ты поделаешь? Что ты Как будто поделаешь? здесь не продаются лампы с теплым светом. А вдруг, правда, не продаются? Вот это вот самое главное. Посмотри. Открываем. Открываем. Вот так. И посмотри. И там океан шумит. Красота. И что это такие? Можно клипы снимать. Или как Орландо, ты сейчас снимаешь. Шторочка. Красиво. Очень красиво. Туда пойдемте. Там? Здесь нужно с лестницей, главное, быть аккуратным. Пожалуйста, смотри под ноги. Вот здесь вот. Самое главное находится вот здесь. Кстати, не знаю, где лучше, там или здесь. Мне кажется, вот там вот в гостиной было как-то уютнее, да? Да. Ну, хотя, нет, классно, да, можно тут сидеть, да, вот этим, но вот здесь как-то все-таки вот эти трущобообразные строения, которые рядом, они немного картину как-то печалят. Ну, тоже интересно, так мы еще не жили. Нет. Слушай, у нас в этой поездке, мне кажется, каждый раз куда-то заселяемся, и каждый раз фраза звучит, что так мы еще не жили. Так мы еще не жили. Ну это хорошо. Ну да, ну вообще, в принципе, прикольно. Здесь можно вон... Может быть, мы здесь как раз вечером и немножечко потусим все-таки. Знаешь, если ты сидишь здесь... Когда станет темно, вот эта синеустроенность... Если ты вот так вот сидишь, если вот так вот сидеть, то ты видишь небо, белые домики и вообще такой вполне себе южный приличный вид. Вот в гостиной вполне себе уютно и тоже вид на океан. Спасательный круг, как это такие декорации. Минимальные, много-то не надо, но зато смотри, как уже... Ну, чуть-чуть добавляет уюта, Чуть-чуть да. добавляет, а много-то и не надо. Мы решили выйти на прогулку по райончику. На районе прогуляться немного. Немножечко как-то... Ну, не так, как там, но подоблезло еще здесь снаружи. Я вот не могу понять, это было разрушено и сейчас ремонтируется? Или это было отремонтировано и сейчас разрушается? Сейчас разрушаются, да. Нет, но видно, что некоторые здания как-то так они приведены в порядок, особенно на фоне каких-то руин практически. Это сильно бросается в глаза. И то, что мы проезжали, там прям практически реально трущобы, здесь, конечно, такой оазис. Ну, сейчас посмотрим. Ну, конечно, да. Вот это не оазис. Я вроде
ходил здесь на Google картах. Но либо Google карты ходили здесь и ездили тогда, когда еще... До разрушения? До разрушения. Я не знаю, что здесь произошло. Есть какие-то аккуратные, да, дома, есть прям такие... Не Такие подходи, прям, убьет. Вот да. Ну, интересно. Опять же, так мы еще не жили. Нет. Хорошо, что ненадолго. И хорошо, что мы с собой все взяли. Но внутри красиво. Это главное. Да. А снаружи, ну, как-нибудь мы ненадолго. Океан красиво. Ну, как-нибудь разрушение этим переживем уж. Ну, интересно. Колоритно, да? Колоритно. Прогулка очень быстро заканчивается здесь, потому что приятное место для прогулки как-то здесь сильно ограничено. Ну, мы, конечно, можем пойти до супермаркета. Ты думаешь, это и есть тот супермаркет, который рекламировался? Нет, мне кажется, он где-то там, но мы вроде все купили, а нам вроде больше ничего Нам не вроде, нужно. да, в тот супермаркет не нужно. Потому там люди стоят, ждут, когда он откроется. Мы можем вот здесь постоять, в этой. Давно стоишь? Ну ладно, я потом зайду. Ну пойдем вокруг еще. Тут же вот эта улица Да. туда еще идет. Давай. Какая-то улица Бонапарта. Может быть, здесь, как на улице вообще, как все сейчас это? Нет, не это. Дома отремонтированы более-менее. А вокруг, конечно, все, что происходит, такое. Да. Удручающее. Природная красота. Ну да. Интересный опыт. Невероятно. Мне кажется, Тенерифе как бы в очередной раз говорит нам, что ну не наш это остров. Нет. Чего вы сюда приехали? Хорошо, что облако к нам не прикрепили, там оно где-то там в горах осталось. Да? Хорошо, по крайней мере, солнечно. Здесь должен быть рассвет. Вот, пожалуйста. Вот. Тебе дополнительное подтверждение. Ну ладно, ну чего ты? Ну, Осторожно, осторожно, злая собака. смотри, вот этот вот переход с твоими носками корреспондирует. Видишь, там я еще к машине корреспондирую и к другой машине. Посмотри, если так повернуться, то я, в принципе, и с этим тоже сочетаюсь. Я сегодня со многими вещами сочетаюсь. Какой-то сочетаемый. Да, очень сочетаемый, но... Нет, у меня не было иллюзий, что мы будем жить в каком-то там супер, знаешь, каком-то люксовом месте, но... Да, такого в моих фантазиях тоже не было. Нет, те дома, в которых живут люди, видно, что они здесь стараются как-то обуютить. Угу. Но те дома, в которых люди уже не жуют. Не жуют. И не жуют в том числе. А может, не заходят, а пожевать чуть-чуть. Да. Сосед наш поехал. наверное. Да. Ой, пойдем туда. Ну, туда, Чего думаешь, ж там мы надо все пойти? видели? А мы там еще ничего не видели. Я имею в виду, я не думаю, что там что-то отличается. Пойдем здесь. Пойдем. Может быть, там выход к морю есть. Там же Какая у какие-то нас должны быть бассейны. Интересная прогулка у нас сегодня. Аккуратнее, пожалуйста, по лестнице. Это ты мне говоришь? Себе в том числе. Я очень аккуратно по лестницам стараюсь теперь ходить. Мне Хорошо. очень это всегда помогает. У меня какая-то подучесть образовалась здесь. Не надо. Ну как-то здесь так пустынно. Ну как-то пустынно по-другому. Когда у нас в Дандосе нет никого на дорогах, оно как-то приятно. Так это. А здесь немножко как Здесь будто немного ты пугает, да. как в фильме ужасов, наверное, снимаешься, что Да, сейчас кто-то откуда-то выбежит и да, откусит тебе руку. да, какой-то немножечко как будто бы, знаешь, Криповато. здесь жили люди, а теперь вот они в каких-то домах остались, а в каких-то уже... Зомби, вот эта собака, наверное, уже инфицирована. Нет, наверное, хорошая собака. Хорошая. Может, дружить хотела. Наверное, хотела. Но вот здесь церковь. Вполне себе, да. Ну да. Может, здесь бутылку спрятать? В церкви? Мы уже хотели с тобой Рядом. в церкви бутылку спрятать. Я Мы уже куда-то в прятали кактус зароешь рядом её. с крестом, пойдем. Ну вот, интересно как. Ну, в принципе, можно сунуть сюда. А? Но здесь колючее. Слушай, Нет, не Я надо. переживаю за зрителей, которые сюда поедут. Вдруг к этому моменту все вообще разрушится здесь. Смотри, что происходит. Нет, здесь, наверное, была разруха, а люди сейчас ремонтируют, покупают и восстанавливают, и строят какие-то... Выстраивают вот эти вот дома.
как Вивьенес Вакасьонель. Сдают их, и такие, как мы, потом приезжаем сюда, Ну и здесь да. отдыхаем. Ну вот здесь же, наверное, никто не живет. Я думаю, что нет. Нет, наверное, нет. Вот здесь кто-то живет, Там живет. Вот я говорю, дома, в которых кто-то живет, они как-то обустроены. обустроены, да, ну видно. Но рядом находятся такие, что, мне кажется, даже в этих обустроенных домах жить как-то это... О, Что-то. а здесь что? Смотри, как ты тут обустроена, это промежность. Но здесь, кстати, смотри, такой прям, как будто бы снова мы как будто бы на юге где-то. Белые стены, синий океан. О, Что там такое? там как раз то, что рекламировалось. Там бассейн. Так. Аккуратнее, пожалуйста, а то здесь мне опять не внушает доверия эти лестницы. Ну, Но там, по-моему, можно и с той стороны еще подойти. вот оно. Тут Я уже- бы, наверное, в этом бассейне не плавал, я не пойму, как он наполняется, и явно он не чистится. Пойдем подойдем поближе с той стороны, а то, может, как занырнем сейчас. Ух! Ну, вообще, конечно. Ну, такого на Канарах мы еще не видели. Нет. Я не уверен, что нужно говорить спасибо Тенерифе, но, а может быть и спасибо, знаешь. Это мы Чтобы сейчас, если как-то- что, на восточной стороне находимся. Ну пойдем пощупаем бассейн. А? Пойдем пощупаем Пойдем бассейн. пощупаем бассейн. Странные, да, ощущения? Немножко странные такие ощущения, да? Да. Я надеюсь, завтра завтрашнее жилье нам преподнесет меньше сюрпризов. Я очень Или больше, но приятно. Да, я очень на него рассчитываю после вот всего вот этого. У нас завтра должно быть Не интересное говори, без жилье. спойлеров. Интересное. Интересное, да, без спойлеров. Не буду. Поэтому не переключайтесь. Не переключайтесь, а то мы вас переключим. А то мы вас сюда отправим. Да ну слушай, ладно, смотри, океан, волны, шум, красиво. Мог бы снег идти. Если сюда смотреть, а туда не смотреть, вообще прекрасно. Ты так разогнался, мне казалось, ты сейчас повернешь и в воду войдешь. А ты в воду войдешь. Ну, кстати, теплая вода. Но вода такая же, как в море по температуре. Да. Я единственное, что... Нет, она, я думаю, что сюда наплескивается. Да, но когда она сюда наплескнулась? Тогда, когда дома поразрушались. Ну, не пахнет. Ну нет, не пахнет. Не пахнет. Нет. Да вот Хочешь интересно- искупаться? Нет, я почему-то... А? Почему-то Хочешь не хочется. искупаться? Почему-то не хочется. Аккуратнее, тогда случайно туда не обвались. Тогда не скупайся, тогда Ты случайно. куда пошел-то? Ты по кругу хочешь, что ли, его обойти? Нет, по кругу здесь обойти нельзя. Мне почему-то хотелось посмотреть вот в эти дырки. Откуда, что это за дырки? Я когда был маленький, ездил в пионерский лагерь. Ага. И там был бассейн, в котором мы купались. Вот мне кажется, что вне сезон он выглядит примерно так. Да, Его это почему-то забыли слить. Он там на дне зацвел и ждет следующей смены. Ой! Я опять чуть не Не грохнулся надо. на ровном месте. И ждет следующей смены. А когда как раз за несколько недель до того, как приедут дети, все это вычищается, вымывается, наливается новой водой и сияет красиво. Вот у меня примерно такие ощущения об этом бассейне, как о бассейне в пионерском лагере, когда он вне сезона. Ну да, кстати, похоже все на такой заброшенный пионерский лагерь. В такой в межсезонье. Мы тоже, когда работали вожатыми, мы приезжали там наводить порядок, и вот до наведения порядка все вот как-то так примерно выглядело. Хотя если сказать, что до наведения порядка все выглядело как в Тенерифе, звучит по-другому, да? Нет, смотреть надо туда. Здесь прям невероятно все красиво. Туда не смотреть. Вот так. Ну что, надо идти накрывать стол? Пойдем накрывать стол. Надо посмотреть еще по компасу, где будет рассвет. Я надеюсь, все-таки он здесь будет, потому что будет очень обидно. Я это место, в том числе, присматривал для того, чтобы мы отсюда рассвет смотрели. Красиво. Но у меня все еще вопрос. Я понимаю, как вода сюда может наплескиваться. А как она отсюда выплескивается? Вот через вот те дырочки я посмотрел, это То есть- сливные устройства.
там внутрь уходят такие шахты вниз. Ага. Оттуда слышно шум воды. Я думаю, что вот она вот так вот выплескивается. Нет, океан прекрасен вообще. Вот этот вот шум океана, ради него все можно... Ну, не то чтобы прям совсем, знаешь, в этих в разрушенных совсем жить. Но у нас там в домике уютно, да? Да. Смотреть в нужную Здесь, сторону. да, очень важно. Там прекрасно. Море, океан. Замечательно. Туда посмотришь. Ну, мы ночью сходим прогуляемся здесь. Правильно, это машина. Посмотреть фильм ужасов в действии. Ну, как прекрасно получилось. Смотри, какой у нас прекраснейший стол, уютно. Если вот так вот не заглядывать вокруг, то мы и не будем заглядывать. Да. Здесь вот так вот уютно. Ресторан на крыше. Да, а здесь завтра еще мы будем завтракать на рассвете. Сейчас я узнаю, где рассвет смотреть. 112 градусов. Вот прямо еще вот там вот рассвет. Ну, прекрасно, прямо перед нами. Прямо перед нами. Вот там вот рассвет будет. Че? Ничего, смеюсь над нами. Слушай, ну, то, что хотели от этого жилья, мы получаем. Океан, террасу вот эту вот наверху, пузыриться в бокалах, Пенится. пениться, да, пузырики в нос. За вас, за нас, Извини. за то, чтобы всем было так же хорошо, как нам сейчас, ну, может быть, Чтобы еще лучше. чтобы еще лучше было, чем Да. нам сейчас, да, вот. Дзынь. Прекрасно. Чайки летают. Я все переживал, что они на стол на Что они не будут летать. Их все больше и больше. Ну нет, посмотри. Там сейчас мурмурация начнется. Они воронку какую-то летают. Ага. Что-то их все больше и больше становится. Сейчас Милен из них вылезет. Иногда мне кажется, что вот здесь, находясь, мы находимся в фильме Киры Муратовой. Или Рената Литвиновой. Она сейчас такие же снимает. Да. Хорошие. Сейчас человек пробегал в гипсе. Пробегал, не проходил. Пробегал. Одетый во все черное, в черной кепке. И такой, шаркая ногами, И гипсом. пробегает. И гипс этот. А у него нога в гипсе была или Нет, рука? рука. А. У него все в гипсе было. Осьминог с мохо верде. Должно быть вкусно. Должно быть вкусно, да. Вкусно. Консистенция осьминога, как ты любишь. Такая пожевать. И муха верда. Пожевать и проглотить, я надеюсь, а не пожевать И выплюнуть. и выплюнуть. Нет, пожевать и проглотить. Ну как же. С Вкусно. мохо верде вкусно? С мухомерду все вкусно. Может, надо было мухороха еще взять? Ну, мы не можем все. Нам завтра... А куда это девать? На самолет все дела. Не рассказываю. Так он готовый, но он такой недоприправленный. Я думаю, что для салатов хорошо. Мне кажется, с мохо верде. Вкусно. Я люблю такую консистенцию. Вкусно? А я люблю, что я знаю, как ты любишь. Может быть, чуть-чуть подсолить. Чуть-чуть соли не хватает, да? Хочешь соли? Ну, можно, да. Ну, можно и не солить. А, как, ты- как скажешь. Что? Суставы надо беречь. Да, Уже в нашем возрасте. да. Тут открылся напротив бар. Видимо, в 6 часов он открывается. Неожиданно, кстати. Неожиданно. Там висела вывеска с этим, с названием мороженого. Такая выцветшая. Думаю, что он там Ну, что он делает? там делает, наверное, давно заброшено что-то. Но оказалось, что там бар. И он открылся. И зажигаются огни по этой улице. Я говорю, сейчас наступит ночь, зажгутся огни, и как в мультфильме «Унесенные призраками». Наступит, все осветится огнями, будет отовсюду запахи такие, это будет красиво. Тот бассейн окажется какой-то лакшери-купальней. И мы такие, знаешь, это сейчас мы ужинаем и превратимся, как в том самом мультфильме, в таких свиней. Да? Да. Как родители этой Син. Да, может быть, мы уже превратились. Может быть, мы просто это не понимаем. Юбаба сейчас придет. Я там смотрю на север, туда вот, и думаю, хорошо, что мы не там. Там А точно то мы- жописто. Могли бы быть в таком месте, еще и в плохую погоду. Это бы, было бы, конечно, был бы совсем другой коленкор. И хорошо, что там, не здесь. Или хорошо, что там, не здесь, да. Ну, еще счастливчики. Да. Но на Лагомера нам нравилось больше. Во всех отношениях. Прости, Тенерифе. Ну, уж как есть. Загрузить на креветочка.
Подожди, да. Хлеб все-таки какой-то вот этот странный. Во всех зубах у меня. Всеми своими злаками. Пауза. Заключительная креветочка за все хорошее, что было на Тенерифе. Не, его было много, на самом деле-то. Просто мы не помним. Да нет, ну много, ну нет, сюда стоило тоже приехать. И на самом деле мы вот сейчас сидели, разговаривали, где бы мы предпочли провести сегодняшнюю ночь. На той вилле типа дача, которая была вот с садом, где там манго в руки нам прыгнула, да. Или здесь, потому что, ну, как-то все равно, ну, во-первых, здесь как-то характернее. Даже все, что вокруг, оно как-то интереснее и характернее. То есть эмоции вызывает больше. Ну, а во-вторых, океан. Вы посмотрите. Да, это уже очень много. Сидим на террасе, дует океанский ветер, мы слышим шум океана, небо над нами. Это ж так прекрасно. За это и съедим креветку и скажем спасибо острову Тенерифе. А креветки нам сегодня дали особенно вкусные и крупные. Танец креветки. Никто никогда не видел. Кат. Это система кондиционирования. Сам система кондиционирования. Вылезла система кондиционирования. Здесь еще одна. Оп. А как это тебя и тут, и там показывают? Ого. Видно, как ты бегаешь между дырками. А ты не подсматриваешь. Что ты бегаешь между дырками? А что это вы тут делаете? Вроде не пили, да? Вроде нет. Ну, это как всегда. Я удивился, и мы обнаружили, что снова идеальная совместимость. Вот здесь желтый, бирюзовый, вот здесь синенький, там тоже океан синий. Вот так ветром раздувать шторы. И идеально совмещаться. Почему что вот это за движение, не знаю. Наверное, потому что мне хорошо. Сейчас будем есть мороженое. Уже полюбившееся нам мороженое в кокосе. Мы продолжим его полюблять. Ну да, ну, наверное, это заключительное уже. Наше полюбившееся мороженое в этот раз. А может быть и нет. А может быть и нет. Но оно нам все точно так же нравится. Какое же вкусное. Вот по нему мы будем скучать. Надо, я считаю, научиться готовить кокосовое мороженое. С другой стороны, может и хорошо, что у нас этого мороженого нет, потому что мы прям крепко на него здесь подсели. Каждый раз, оказываясь в Меркадоне, мы его покупаем. Вкусное. А в такой комбинации, знаешь, шум океана, вот этот ветер здесь океанский гуляет по комнате. В волосах. В волосах, да, развивая волосы. Очень вкусно. Ну реально прям какое-то такое, как, да, как какой-то пломбир или сливочное мороженое с кокосовым таким привкусом. Очень вкусно. Прекрасно. Всем срочно надо. Всем срочно надо на Канары, в Меркадону, потому что, повторюсь, мы видели только там. Кокосинки не выкидывать. Сохранять и увозить с Делайте собой. из них лифчики. Ну, как вариант, да. Все.